Вы физически ушли из этих отношений, но почему-то до сих пор чувствуете себя обесточенной, будто невидимая нить тянет вашу энергию назад, к нему в прошлое. Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи с мыслью «Что я делаю не так?», остановитесь. Прямо сейчас мы оборвем этот кармический поводок. Меня зовут Анна, и с вами «Диалоги с Таро». Сегодня мы проводим ритуал трансформации, воскрешения Феникса. Мы не просто посмотрим карты, мы найдем ту самую брешь, через которую уходит ваш ресурс, и закроем ее навсегда. К концу этого видео вы поймете, как превратить свою боль в топливо для триумфального 2026 года. Божественная женственность внутри вас больше не хочет спать под пеплом. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем глубокую диагностику. Эра Феникса – это ваше время. 4 карты, 4 шага от пепла до полета. Начинаем прямо сейчас. И вот, 8 кубков. Первая карта. Что сгорело? Прошлое и привязки. Это карта осознанного ухода. Ни бегства, ни истерики, ни хлопания дверью, а именно ухода. Того момента, когда часть вас развернулась и пошла прочь от того, во что было вложено столько сил, столько эмоций, столько бессонных ночей. Эта карта говорит: вы старая уже ушла. Вы оставили за спиной чаши, которые давно опустили. Да, это больно. Идти ночью в гору, не зная куда, что ждет там дальше во тьме. Но услышьте меня, огонь Феникса жжет только иллюзии. Вы не потеряли себя в этих отношениях. Вы потеряли то, что мешало вам дышать полной грудью. Если у вас в этой истории была не просто эмоциональная привязка, а созависимость, это глубокая, почти физическая тяга, то вместо 8 кубков здесь могла бы лечь другая карта, например, дьявол. Карта цепей, которые вы сами на себя надели, думая, что это любовь. Узнали себя? Тогда знайте, цепи снимаются ровно в тот момент, когда вы перестаете ее удерживать своим вниманием. Переходим ко второй карте, и это ваше текущее состояние. И вот здесь начинается самое честное, потому что 9 мечей никого не щадит. Пепел – это не абстракция. Пепел – это ваши мысли в 3 часа ночи. В тот момент, когда вы просыпаетесь, и в голове снова крутится один и тот же вопрос. Почему я терпела так долго? И что я сделала не так? Тех, кто сейчас находится действительно в 9 мечей, вы буквально физически это чувствуете. Ком в горле, тяжесть в груди, ощущение, что кто-то невидимый сидит у вас на плечах по ночам. Это не преувеличение. Это ваше тело хранит непрожитую боль. Луна здесь усугубляет ситуацию. О чем она говорит? Вы путаетесь в догадках, накручиваете себя вопросами. А не магическое ли это воздействие? Почему я до сих пор думаю об этом человеке? И вот что я скажу прямо. Нет, это не магия. Это туман ваших собственных страхов. И он рассеется с рассветом. Вопрос только в том, готовы ли вы через него пройти. Обе эти карты говорят об одном. Токсичная связь давно закончилась в реальности, но продолжает жить в вашей голове. В форме самобичевания, ночных прокруток, тихой вины, которую вы, возможно, даже не признаете вслух. Но это не реальность, это тени. И теневая работа не в том, чтобы бежать от этих мыслей, либо заглушать их, а в том, чтобы один раз честно посмотреть им в глаза и признать: этот страх не имеет надо мной власти, и я смотрю на него прямо, а не убегаю.
Сейчас я хочу, чтобы вы сделали одну простую вещь. Прямо в комментариях под этим видео напишите, какая мысль из прошлого чаще всего мешает вам заснуть. Одна фраза, одно предложение. И вот почему это важно сделать сейчас, а не когда-нибудь потом. А ваш комментарий сегодня – это не просто текст, это ваш манифест Вселенной о том, что вы готовы отпустить. Называя страх вслух, вы забираете у него энергию. Пусть эта мысль сгорит в огне Феникса прямо в эту минуту, пока вы ее пишете. А сейчас самая важная карта сегодняшнего расклада. Это ваш скрытый ресурс. Если вы смотрели видео в полглаза, то досмотрите этот момент полностью, потому что без него исцеление рискует затянуться еще на годы. Смотрите внимательно. Карта «Сила». Посмотрите на нее. Женщина стоит рядом со львом. Без цепей, без клетки, без оружия. Она не подавляет зверя. Она укращает его мягкостью, спокойствием и внутренней уверенностью. В чем смысл? Ваша искра жизни – это не агрессия к тому, кто причинил вам боль. Это не желание доказать, отомстить, заставить пожалеть. Настоящая сила – это мягкая власть над собственной болью. Лев на этой карте – это ваш внутренний зверь. Это ваша тяга вернуться назад. Написать первой, проверить страницу в 2 часа ночи. И ваша сила не в том, чтобы этого зверя убить или запереть, а в том, чтобы приручить его, выбирая себя. Каждый день, раз за разом выбирая себя. Даже когда это невыносимо трудно, даже когда рука тянется набрать номер. Это и есть божественная женственность, о которой мы говорили в самом начале. Не в глянцевом романтическом смысле, а в самом глубоком. Умение оставаться собой в буре, не теряя мягкость и при этом не теряя границ. И вот финальная карта нашего расклада – звезда. Итог трансформации вашей. Это карта надежды, очищения и новых горизонтов. Карта целителя, который сначала исцелил себя, а потом уже светит другим. Когда пыль усядется, а она усядется, поверьте, вы увидите эту звезду. Это ваше будущее до конца 2026 года. Не гипотетическое, а вполне реальное. Если вы продолжите путь, который уже начали, просто посмотрев это видео до конца. Это время, когда вы становитесь источником света для самой себя. Это не значит найти новые отношения. Забудьте об этом на секунду. Это состояние, когда вы настолько внутренне сильны, что притягиваете к себе только тех, кто равен вам по свету. Вот и путь Феникса от пепла до полета. 4 карты, 4 стадии одного и того же процесса, через которые проходит каждая женщина, отпуская то, что перестало ее питать. Но исцеление – это только первый шаг. В следующем видео мы посмотрим, какой человек придет на вашу обновленную энергию звезды. Кого вы сможете притянуть, когда сами станете источником света. А пока сделайте последнее прямо сейчас. Напишите в комментариях фразу, даже если вы сейчас до конца в нее не верите. Я возвращаю себе свою энергию. Не для лайков, а для себя. Потому что намерение, произнесенное вслух или написанное, закрепляется совсем иначе, чем то, что осталось в мыслях. Если этот расклад откликнулся, поставьте видео на паузу. Посидите пару минут в тишине с тем, что почувствовали. А потом возвращайтесь к нам за следующим шагом на этом пути. Эра Феникса началась, и она началась именно сегодня с вас. До встречи в следующем видео.